Да, смутные времена настали. Теперь без топора даже по воду не выйдешь. Думаю, не провалюсь. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Что это? Это вот такой вот кухонный гарнитур потихоньку вырисовывается. Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня замечательный морозный день, и у меня отличное настроение. Ну и на это есть несколько причин. Одна из них это то, что я решил вопрос с мышами. Причем решил относительно мирным способом, так сказать, без потерпевших, за исключением одной персоны из мышиного царства, которой пришлось назначить принудительные водные процедуры. А еще одной причиной моего приподнятого настроения есть то, что наконец-то на реке установился лед. 3 дня были сильные морозы, днем минус 10, ночью до минус 15. Но за эти дни несколько раз водоем покрывался льдом, и несколько раз его сильным ветром ломало и уносило. И снова была открытая река, гуляли волны. Но сейчас, я думаю, это уже окончательный лед и будет стоять до весны. А собственно, почему я рад этому становлению? Ну, во-первых, конечно же, рыбалки зимней. Но, во-вторых, у меня появится сообщение с той стороной водоема. А там есть небольшой поселок, в котором есть даже продовольственный магазин. Ну и главное, что есть автомобильная дорога, по которой будут приезжать рыбаки. И, как я уже говорил ранее, как мы договорились с ними, они будут подвозить мне заряженный аккумулятор и забирать разряженный. Поэтому у меня должна решиться проблема с электроэнергией. Потому что сейчас, хотя и аккумулятор новый, но он уже порядочно подразрядился. Приходится очень сильно экономить. Я уже давно здесь без подзарядки. Панель полностью не восполняет заряд. Хотя бывали и солнечные дни, но солнце идет очень низко под горизонтом и сразу заходит за лес, поэтому заряда панели сейчас не хватает. Ну и сейчас я расскажу, как же все-таки мне удалось избавиться от грызунов и прогнать их из своего жилища. Из-за постоянного мышиного вошкания за вот этим вот войлоком я категорически не высыпался, усталость накапливалась, я начал привыкать к этим шумам и в принципе уже засыпал, не обращая внимания на мышей. Но это длилось до того момента, пока среди ночи меня кто-то не укусил за мочку уха. Я не знаю, может мне это привиделось сквозь сон, но я проснулся, сон сняло как рукой, и я начал думать, как бороться с этими, не знаю, как их обозвать, ну, в общем, с грызунами. Я перечитал все комментарии, которые подписчики оставляли с рекомендациями о борьбе с грызунами. И начал думать, что у меня из этого может находиться здесь в землянке. Ну, во-первых, у меня есть, вернее, был мятный чай. Я его уже весь израсходовал. Некоторые пакетики я пораскладывал вот так между бревен. Кстати, еще раскладывал. Это у меня оставались петрушки, укроп. В общем, я на тот момент не знал, что я делаю. Я раскладывал все, что только можно. Кроме того, нарезал куски войлока, спалил тоже по рекомендациям. Остальной весь чай мятный заварил в термосе таким концентратом, что, ну, в общем, полный термос был пакетиков и полстакана воды. И получился такой ядреный концентрированный аромат. В общем, этим я тоже всем пообливал бревнышки. Вот здесь также я положил пакетики. Ну и находясь под таким впечатлением, что кто-то меня грызанул, я так находился в агрессивном таком состоянии. Начал отодвигать все тумбочки, искать норы прямо среди ночи. Но когда я обнаружил одну нору прямо у себя над головой, вот здесь, я действительно поверил, что это мне не приснилось, и кто-то меня грызнул за мочку уха. Но когда же я нашел вторую нору, сейчас я возьму фонарик, чтобы было виднее. Я, конечно, вообще испугался,
Что за чупакабра там может жить? Я не знаю, какая должна быть мышка с такой наружкой. В общем, я принялся к решительным мерам. Все, что только вычитал из комментариев, я все, что смог, использовал. Уже хотел норы заделать глиной и набить стекла, банку какую-то разбить мелко, перемешать с глиной и закидать норы. Но потом подумал, что наверняка они начнут рыть новые, поэтому лучше этого не делать. Да, у меня еще была мука. Я обжарил муку, как рекомендовали в комментариях. Но ни алебастра, ни цемента у меня с собой не было. Я не знаю зачем, но ночью я, наверное, не особо понимал. Но я смешал ее с содой и добавил немного глины, в надежде, что глина, может быть, тоже так же сработает, как алебастр или цемент. Но сомневаюсь, что это помогло. Ну, в общем, я использовал все, что у меня было под рукой, но эффект это принесло скорее обратный. Мыши еще более стали шумными и более активными. Такое ощущение, как будто у них началась дележка территории за места у печки или поближе к кухне. И я перешел к еще одному методу, который я, в принципе, даже не надеялся на его работоспособность. Это приложение с Play Market, которое можно установить на телефон, и он будет издавать ультразвук, который вроде как отпугивает мышей. На самом деле он действительно заставлял мышей затихнуть и замолкнуть, но при таком звуке самому хотелось забежать как можно дальше, поэтому этот способ тоже не сработал. Я уже в отчаянии не понимаю, что мне делать и как заснуть. Достал телефон, включил на нем музыку, все треки подряд. И пытался просто лежать спокойно и как-то слушать музыку. Но шорохи мышиные не прекращались, а под некоторую музыку порой и усиливались. Но пока не дошло время до музыки группы «Ленинград». В общем, творчество Сергея Шнурова загнало мышей в самые глубокие норы. Как это не смешно, но это реально работало. Вот. Не знаю, может это какое-то совпадение. Просто им уже пора было спать. Но это реально сработало. Я все-таки заснул под утро. В общем, как оказалось, это была их реакция, в принципе, на какое-то из средств, которые я применил. На какое конкретно неизвестно, потому что это все было вместе. И жженый войлок, и мятная настойка, и просто мятные пакетики с чаем. И опять же музыка, ультразвук. Все вместе. Это их немножко взбодрило. И в принципе они в итоге разбежались по норам. И в землянку уже не показывались. Видимо, все-таки мятные запахи их сильно отпугивают. Возможно, и войлок тоже. Но, возможно, это мышиный предводитель, который попался в мою адскую ловушку, все-таки предупредил своих соплеменников, что не стоит нарушать границы. И мы теперь соблюдаем паритет. Они не лезут на мою жилплощадь, а я, соответственно, не применяю оружие массового поражения, ну и свои адские машины в том числе. В общем, мы пришли к консенсусу и сейчас живем мирно. Сегодня нарезал немного дровишек, вот таких дубовых бревнышек. Думаю, хватит на несколько дней. Сейчас я их пока экономлю бензин, потому что неизвестно какая погода, а бензина и масла уже осталось немного. Поэтому вот так вот небольшими порциями подрезаю и потихоньку топлю. Ну, такое крупное поленце, в принципе, вылазит мне в топку. И одно-два поленца мне хватает на всю ночь, даже при сильном морозе. Поэтому печка получилась достаточно экономная. А землянка хорошо утеплена. Поэтому особых проблем с дровами нету. Но вот это возьму сразу порубить на мелкие. Часть пеньков я режу длинные, на длину всей топки, которые закладываю уже перед сном, чтобы они долго тлели. А часть не очень высокие, такие, чтобы было проще наколоть топором. Да, потому что моим топором не просто расколоть высокий длинный пенечек.
Ну вот, дня на 4 хватит. Сейчас возьму топор и раскалю. Мимо. О. Угу, пенек замерз. Так. Да, еще хотел поблагодарить подписчиков за донаты. У меня на карту пришло несколько переводов. Сейчас очень кстати. За последние полгода без работы я немного поиздержался финансово. Были некоторые незапланированные траты. Ну и с вашей помощью я теперь смогу пополнить запас продуктов, бензина. Ну и скорее всего куплю новый топор, так как этот старенький, многим уже ненавистный, пойдет на заслуженный отдых. Всем спасибо. Класс. Да, смутные времена настали. Теперь без топора даже по воду не выйдешь. Надо проверить. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Что это? Да, еще не очень большой. Хотя сантиметров 4-5, я думаю. Думаю, не провалюсь. Хочется подальше сделать, чтобы глубина была почище, водичка была. Ну как-то страшновато. Ладно. Для начала вот здесь сделаю. Нет, вот здесь. Нет, вот здесь. Тихо. Трещишь. Ладно, вот здесь. Тут все равно не глубоко. О. А у нас водопровод. Вот. Хорошая лунка. Крупного леща можно вытащить.
лед. Сантиметров 5. Пойду пить чай и готовить зимние удочки. Там вдали еще видно, вода идет. И там вот видно везде, где пар идет, там все открытая вода. Странно. Морозец градусов 12-13 сейчас. Ночью холоднее было. И полностью не схватилось. И ветра нету. Не понимаю, как так происходит. Какой-то нонсенс. Но там меня не интересует. Рыбачить-то я буду здесь. Что вот такой вот кухонный гарнитур потихоньку вырисовывается. Вот здесь у меня будет лючок для обслуживания сифона, чтобы можно было его почистить. Здесь дальше каждый ряд камушков я буду понемногу выдвигать, вот как здесь. Следующий будет еще здесь, следующий еще. И я выйду уже на уровень мойки и смогу потом положить камни вот так вот такой плоскостью. Вот здесь за эти железные ушки немного обмотаю проволокой вязальной, и чтобы была арматура и камни не отваливались. Ну и в общем вот так вот выйду, закрою мойку, думаю, будет неплохо смотреться. Что дальше? Вот здесь трубу я еще полностью не заделал, пока так временно, просто ее замуровал, а уже облицовывать буду чуть позже.
Вот здесь я планирую сделать первую полочку. Потом вот так вот сделаю перекрытие. Будет еще одна полочка. И третья полочка уже будет столик в уровень с раковиной. Вот такая вот такие у меня планы. Но, к сожалению, камушки у меня закончились. Не рассчитал я с количеством. Как вы уже слышали, лед на водоеме стал. И теперь у меня дилемма, как достать камни из-под льда. У кого есть какие-то мысли по этому поводу, озвучьте их в комментарии, пожалуйста. Только сразу говорю, с помощью бензопилы вырезать лед это не подходит, потому что если резать на мелководье, то я о камни затуплю цепь, а если резать на глубине, то придется глубоко нырять за камнями. Это тоже не подходит. Поэтому, если у кого-то, может быть, есть мысль, какой-то интересный способ, необычный, как можно их достать, с удовольствием выслушаю и воспользуюсь. Ну, в общем, вот так. Чайник уже закипает. Сейчас попью чаю и пойду нарублю дровишек на вечер. Дровишек на ночь заготовил. На улице холодина, мороз. Сейчас попью еще чаю и займусь снаряжением зимних удочек. Ну а с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До скорых встреч в следующих видео. Пока.